Жители одного из поселков Пермской области обнаружили эту тощую кошку с ранной на голове на территории автовокзала. Она тряслась и грустно смотрела вдаль, пыталась пробиться погреться в ближайшие магазины, но бедняжку гнали оттуда. Так могло продолжаться и дальше, но тут на помощь пришли волонтеры приюта. Один из волонтеров выехал на место и забрал кошку с собой. Первым делом он повез ее к ветеринарам. Было понятно, что бродяжка страдает от травмы головы, плохо видит и заражена инфекциями. Осмотр показал, что кошечка действительно пережила сотрясение мозга. Кроме этого, она страдала от болезней и истощения, поэтому ей предстояло долгое лечение. Бедняжка была немолода, около 6 лет, и явно имела опыт проживания в квартире. Волонтер, взявший на себя ответственность за судьбу кошечки, назвал ее Марусей. И только посмотрите, в какую красавицу превратилась Маруся в надежных руках волонтера. Она распушилась, стала нежной и ласковой, отрастила великолепную шубку, а после лечения стала чувствовать себя гораздо лучше. Сложно признать в ней ту тощую и перепуганную кошку с безлюдной остановки. Когда Маруся полностью поправилась, можно было начинать поиск подходящих добрых рук для нее. Кошечка поехала на выставку животных, где тут же привлекла внимание своей будущей хозяйки. Во время судьбоносной встречи Маруся кинулась в объятия девушки, словно была давно знакома с ней. Нужно ли говорить, что дома у рыжей красавицы все сложилось как нельзя лучше? Она быстро почувствовала себя полноправной царицей своих новых владений, подружилась с пушистыми соседями и вскоре уже подставляла животик для поглаживаний, расслабленно мурлыкая на солнышке. История Маруси похожа на историю Золушки. Она была никому не нужной, грязной кошечкой, а затем преобразилась и встретила своего человека. Но не стоит забывать, что все это случилось только благодаря участию добрых фей, волонтеров, которые не пожалели своего времени и сил на героиню этого рассказа. Давайте брать с них пример.